Всем привет! Сегодня готовим одно из самых любимых, но вместе с тем и очень простое блюдо – мясо по-французски. Его можно подать и к ужину, и, конечно, это беспроигрышный вариант для праздничного стола. Посмотрите, как замечательно получилось. Внизу лучок, мясо, картофель, грибы и много сыра. Картофель, посмотрите, как запекся очень красиво слоями. Я сейчас вот так вот разрежу. Идет пар, пахнет все просто нереально вкусно. Уверена, у каждого есть свой любимый рецептик этого блюда. Есть он и у меня. И, конечно, как и все, вы можете добавлять в это блюдо. Кто любит больше картофеля, берите больше картофеля. Кто-то использует грибы, кто-то нет. Мясо также корректируйте по вашему вкусу. Кто-то любит больше мяса, кто-то меньше. И точно так же и сыр, и другие компоненты. Я сейчас скажу так, как делаю я. У меня здесь 6 картофелин среднего размера, 2 довольно крупные луковицы, грибы, шампиньоны 200 граммов, мясо, свинина 600 граммов. Мясо у меня уже здесь порезано, только не отбито. Также я буду использовать разные сыры. Здесь у меня сыр моцарелла, сыр чеддер и сыр пармезан. Также буду добавлять майонез. Я люблю именно это блюдо с майонезом. Буду использовать домашний майонез, он очень вкусный. Можно использовать майонез, который приготовлен на молоке, без яиц. А можно обычный майонез. Рецепты майонеза вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И также в мое блюдо я буду добавлять такие специи. Конечно, соль и черный перец по вкусу, пол чайной ложки сушеного орегано, 1 чайная ложка сушеного чеснока и такая щепотка небольшая мускатного ореха. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И в первую очередь, конечно же, подготовим мясо. Мясо у меня уже порезано вот такими тонкими кусочками, такие биточки небольшие. И поэтому мясо я совершенно слегка отобью молоточком. Не надо мне сильно отбивать, потому что у меня мясо так достаточно тонко порезано. Отбиваю с 2 сторон, накрываю мясо пленкой, чтобы, конечно, ничего не разлеталось вокруг. Теперь мясо я перчу, солю. И чтобы мясо потом отдельно не смазывать майонезом, так майонеза всегда уходит намного больше, я сейчас добавляю 2 такие неполные столовые ложки майонеза и хорошенечко перемешаю. И мясо сейчас, пока я буду подготавливать все остальные ингредиенты, немного пропитается еще со всех сторон. На терке натру картофель, порежу очень тоненько. Вот видите, у меня получаются такие очень тоненькие дольки картофеля. Главное, действуйте аккуратно, чтобы не порезаться, если вы режете точно на такой же терке, как и я. Конечно, рецептов приготовления мяса по-французски существует просто невероятное количество. Даже трудно, наверное, подсчитать. Здесь меняется все. И очередность выкладывания слоев, и вообще ингредиенты, которые используются для этого блюда. Кто-то добавляет грибы, кто-то не добавляет, кто-то добавляет помидоры. В общем, обязательно пишите в комментариях, как готовите это блюдо вы. И сейчас картофель я промою в воде. Промытый картофель отправляю обратно в миску. В картофель добавляю все специи и соль. Немного черного перца. И также добавлю 2 ложки майонеза. Хорошо перемешаю, чтобы вся картошечка покрылась специями и майонезом. Сейчас порежу грибы. Грибы, конечно, предварительно я уже помыла и почистила. Режу просто вот такими небольшими дольками. Сейчас я смешаю все виды сыров. У меня здесь сыр моцарелла. Добавляю сюда сыр чеддер и добавляю пармезан.
Все перемешиваю. Именно благодаря тому, что я использую смесь сыров, получается очень пикантный вкус. Но, конечно, можно использовать какой-либо один твердый сыр. Запекать мое мясо по-французски я буду вот в такой стеклянной форме овальной. И прямо сюда на терке также нарежу кольцами лук. Я беру другую терку, потому что она режет более толстые кусочки лука. Раскладываю лук по дну формы. Дорезаю еще немного и второй луковицы. У меня пойдет не весь лук, а где-то 1,5 луковицы. Конечно, вы тоже все корректируете по вашему вкусу. Именно на этом этапе приготовления блюда возникает больше всего споров. Какие слои выкладывать первыми? Я предпочитаю первым выкладывать лук. Сверху на лук мясо. Мне кажется, что именно так получается наиболее вкусно. Мясо пропитывается луковым соком и абсолютно не пристает к дну формы. Хорошо плотно укладываю мясо. Теперь сверху на мясо я выкладываю картофель. Причем картофель у меня постоял и пустил достаточно много сока. Этот сок, конечно, я сюда уже не выкладываю. Он останется. Картофель у меня промариновался, и совершенно мне не нужен здесь лишний сок. Теперь сверху на картофель я выкладываю грибы. Тоже ровным слоем. Я очень люблю именно, чтобы картошечка была с грибами, а мясо с луком. Я не люблю, когда мясо выложено сверху на картофеле. Не знаю, почему-то мне такой вариант вообще приготовления не нравится, когда с мяса стекает сок на картошку. И теперь сверху грибы я присыпаю смесью сыров, но я буду высыпать не весь сыр, а немного, чуть меньше половины. Остальной сыр я потом буду посыпать мое блюдо именно перед тем, как оно уже будет готово. Именно вот эту румяную корочку сырную мы сделаем чуть позже. Сейчас сверху сыр я немного промажу майонезом. Сделаю небольшую сеточку. Как видите, в мое блюдо ушло не так много абсолютно майонеза, потому что мы просто все смешивали. И отправляю мясо по-французски запекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку. Время приготовления корректируйте сами по своей духовке, по тому, как будет готова картошка. Так и смотрите. У меня это примерно всегда занимает около часа времени. Мясо я достала из духовки. Стояло оно у меня в духовке 55 минут. Посмотрите, уже фактически все готово. Картошка готова. Сейчас сверху я выкладываю весь оставшийся сыр. Чтобы корочка была такая нежная, мягкая, не покрылась все такой плотной коркой сыра, а именно чтобы корочка была мягкая. Отправляю обратно в духовку примерно на 10 минут. Мясо я достала из духовки, и вы посмотрите только, какая красота получилась. Сверху сыр расплавился, чуть запекся, именно из-за того, что сыр разного цвета. Видите, как красиво получилось. И, конечно, аромат стоит просто невероятный. Оп, я достаю. Посмотрите, это просто что-то невероятное. Очень пахнет здорово. Класс. И, конечно, я сейчас попробую это мясо с картошкой по-французски. Я очень люблю это блюдо.
Это реально одно из самых вкусных блюд и, наверное, одно из самых любимых для всех, потому что я знаю, что его готовят очень много и очень часто. Обязательно попробуйте, приготовьте по моему рецепту. Мне кажется, он достоин вашего внимания. Мясо получается очень нежное, сочное. Оно пропитано луковым соком. Также нежная картошка с грибами и много сыра. Очень вкусно. Еще раз повторюсь, но это действительно так. Приготовьте и попробуйте. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук. Позитивная кухня. Всем пока!